Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео показываю вам вот такой классный узор крючком. Он фактурный, пышный, объемный, с такой красивой филигранной лицевой гладью. Вяжется очень просто. Такой узор идеален для интерьерного вязания. Например, вот этот вот квадрат я связала из полиэфирного шнура толщиной 3 миллиметра. И смотрите, если связать большое полотно таким узором, то у вас получится шикарный просто коврик. Он будет пышный, объемный, ровно лежать. И причем по нему будет приятно ходить. Такой массажный эффект, так как тут такой фактурный рельефный узор. Обратная сторона узора выглядит как ровная изнанка. Также, я думаю, таким узором отлично подойдет вязать пледы, покрывала, подушки. В интерьере будет шикарно смотреться, и сумка будет отлично смотреться. Ну, конечно, для пледов, покрывал и подушек я бы выбрала такую более тактильно приятную пряжу, например, толстый полухлопок или какой-нибудь интересного цвета акрил. Ну и, конечно, из полиэфирного шнура просто замечательно смотрится узор. Вот эти вот извилистые дорожки, выступающие, просто переливаются красиво и смотрится замечательно. Давайте сейчас коротко, быстро покажу, как вязать этот узор. Вяжется он очень-очень просто. Друзья, и, конечно же, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. В конце видео еще вам подкину идею, как можно использовать этот узор. Для вязания второго образца, второго квадрата, я тоже выбрала полиэфирный шнур, только вот такого красивого голубого цвета. У меня крючок номер 6, напомню, полиэфирный шнур 3 миллиметра. Беру крючок потолще номер 6, чтобы получилась более мягкая и рыхлая вязка. То есть этот узор, он не совсем плотный, он немножко как бы тянется во все стороны, такой приятный, тактильный, пышный. И начинаем вязать. Вначале делаем на крючок, как обычно, начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель на нужную ширину полотна. Я наберу 20 воздушных петель. Хотите, набирайте больше, меньше, это не важно. Итак, я набрала начальную цепочку петель, 20 петель, и теперь начинаю вязать первый ряд. Для первого ряда еще набираю 2 петли подъема, делаю на крючок накид, теперь ввожу крючок в третью петлю от крючка и провязываю полустолбик. Итак, по начальной цепочке провязываю первый ряд 20 полустолбиков. Делаем накид, вводим крючок в полупетлю начальной цепочки и затем провязываем 3 петли из крючка. Это у нас полустолбики. Заканчиваю первый ряд и из первой петли начальной цепочки провязываю последний полустолбик. Поворачиваю вязание и теперь начинаем вязать узор. Делаем одну воздушную петлю подъема, далее вводим крючок. Смотрите, вот 2 верхние полупетельки первого столбика, вводим крючок за первую полупетельку и провязываем глухой столбик, то есть сразу провязываем. Далее 1 воздушная петля, вводим крючок за вторую полупетельку переднюю и сразу захватываем рабочую нить и провязываем как 2 петли. После делаем 1 воздушную петлю. Итак, повторяем: глухой столбик, 1 воздушная петля, из полупетельки глухой столбик, 1 воздушная петля, из полупетельки следующий глухой столбик, 1 воздушная петля. Итак, мы повторяем
до конца ряда. И смотрите, вот образуется вот эта вот пышная извилистая дорожка петель по этой стороне. Это по сути будет у нас лицевая сторона. То есть во втором ряду мы провязываем фактурный лицевой ряд. Заканчиваю вязать второй ряд, и смотрите, вот он был первый полустолбик, и вот полупетелька, провязываем глухой столбик, и после мы уже поворачиваем вязание. Смотрите, вот у нас остались полупетельки первого ряда, и здесь мы тоже делаем одна воздушная петля, но она также послужит как петля подъема. И далее начинаем вязать полустолбики вяжем на свободных полупетельках первого ряда, то есть получается за вторым рядом. Делаем на крючок накид, вводим крючок, вот она первая свободная полупетелька, и провязываем полустолбик. Делаем накид, во вторую свободную полупетельку вводим крючок и провязываем накид. Итак, мы в третьем ряду. Третий ряд у нас проходит как по изнанке, то есть изнаночный как ряд идет, и мы провязываем 20 полустолбиков. Заканчиваю вязание третьего ряда, и вот из последней свободной полупетельки провязываю 20 полустолбик. После провязывания полустолбика поворачиваем вязание вот на лицевую сторону получается, и начинаем вязать четвертый ряд, 1 воздушная петля, и вот на вершине первого полустолбика за первую полупетельку вводим крючок и провязываем глухую петлю. Далее 1 воздушная петля, в следующую полупетельку вводим крючок, провязываем глухую петлю, 1 воздушная петля. То есть точно так же, как и предыдущий, получается, второй ряд вязали. Так и далее будем вязать все четные лицевые ряды. Так, здесь смотрим. Вот 2 верхних полупетельки, и вот за одну полупетельку вводим крючок и провязываем глухую петлю, далее 1 воздушная петля. И вот уже вторая рельефная цепочка петель получается по лицевой стороне. Итак, заканчиваю четвертый ряд, покажу, как начать пятый, и далее уже вы будете вязать самостоятельно. Дорогие рукодельницы, перехожу к вязанию пятого ряда и хочу еще указать на один момент вязания этого узора. Смотрите, так как мы первый, третий, пятый и все остальные нечетные ряды вяжем полустолбики по изнанке в одном направлении, то у нас происходит скос полотна. Посмотрите, вершина столбика, вот первого немножко идет у нас как в правую сторону. И здесь тоже мы заканчиваем вязание, тоже как бы вершина последнего столбика, вот она свободная полупетелька, тоже направление идет вправо и пойдет скос полотна, если мы ничего не изменим. Поэтому через один изнаночный ряд, то есть в пятом ряду, я пропускаю вершину пятого столбика. Здесь в начале ряда делаю 1 воздушную петлю, вот она первая свободная полупетелька. Я во вторую полупетельку начинаю вязать первый полустолбик, то есть смещаю вязание немножко влево, то есть на 1 полупетлю. И такое смещение я буду делать через один изнаночный ряд, то есть в пятом ряду
Уже далее в 7 ряду я буду первый полустолбик провязывать на первой полупетельке, а уже в 9 тоже также буду делать смещение, то есть через ряд полустолбиков. И в конце ряда необходимо сделать добавление одного полустолбика, чтобы у нас количество полустолбиков не менялось. Итак, смотрите, я довязываю до конца ряда. Вот из последней свободной полупетельки провязываю 19 полустолбик, и мне необходимо еще провязать 20 столбик. Но мы здесь вот подцепляем вот ниточку вот чуть ниже, не вот эту вот боковую кромочную, так как будет она вытягиваться, а вот эту вот вторую ниточку сбоку. Можно даже за обе, но за обе будет видно. Лучше вот эту подцепить и на ней провязать полустолбик. Вот, и будет тут незаметно. Поворачиваем вязание, начинаем 6 ряд, 1 воздушная петля, и вот с первой полупетельки провязываем глухой столбик, воздушная петля, глухой столбик, воздушная петля. Вот это один момент, который следует учесть, чтобы не было скоса полотна. Итак, дорогие рукодельницы, я связала второй квадрат. Посмотрите, как красиво смотрится узор из светлого шнура. Кстати, вот второй шнур вроде бы той же толщины 3 миллиметра, но он получается более плотнее. Здесь даже, смотрите, плетение у них видно визуально разное, как будто он толще. И у меня квадрат получился более плотный, он лучше держит форму и хорошо подойдет, допустим, для коврика. Вот первый квадрат, он такой более мягкий получился из-за того, что шнур тоньше и мягче. И еще одна идея, как можно использовать такой узор, если вязать вот небольшие квадраты таким узором. Ну, конечно, лучше подбирать пряжу одинаковой толщины или шнур одинаковой толщины и затем сшивать квадраты. Причем при сшивании можно изменять направление вязания и составлять, вот, допустим, в шахматном порядке, и будет смотреться очень эффектно такой коврик или покрывало. Но здесь у меня получились немного разные квадраты из-за толщины шнура. Ну вот вам еще одна идея. Дорогие рукодельницы, пишите в комментариях, как бы вы еще использовали такой узор. Спасибо за внимание. До новых встреч!